Всем привет, друзья! Рад вас приветствовать на канале CryptoStudent. Сегодня у нас понедельник, вечер, новая рабочая неделя, да, конец сентября, S&P, биток, эфир, да, что же с ним будет, да, на этой неделе, начало октября, давайте посмотрим. S&P у нас пришел к ретесту, это ретест пробитой дневной поддержки, да, который мы пробили еще 17 сентября, долго ходили там, но тем не менее пробили. И сейчас мы как раз ретестнули ее и идем ниже. Потенциально вообще вижу, что мы пробьем ниже, да, вот мы пошли по второму сценарию, говорил про этот сценарий еще позавчера, где-то число 25-24, и в потенциале это все может реализоваться в голову с плечами. Ну, то есть сейчас может быть как раз таки отскок по биткоину где-то в районе, наверное, 44 200. Вот, там бы я планировал доливать свой шорт и набирать еще новый, потому что на FTX меня, к сожалению, выбило повторно. Блин, все-таки не могу привыкнуть, потому что там есть небольшая разница курса с Binance в 50 пунктов даже иногда бывает. Ну ладно, тем не менее, давайте продолжим. По доминации смотрит он, конечно, на рост. 4 часа, да, если посмотрим, настроена доминация на рост. Похоже на перевернутую голову с плечами, даже если вот на дневку перенести, будет, наверное, видно получше. Вот, как только пробиваем мы 43%, да, я думаю, увидим где-то 44%, даже довольно, так скажем, в ближайшее время. Вот я на уведомление поставлю сейчас где-то так, сейчас я это уберу, и поставлю уведомление на пробитие, это 42,5%, и на 43% это уже будет пробой линии шеи. Интересно будет посмотреть, какая будет отработка. Я думаю, будет отработка хорошим снижением альткоинов, да, и в том числе и биткоина. Total. На тотале у нас рисуется небольшой клин, да, с 3 касаниями. Вот, возможно, как раз-таки выход из него может быть как раз-таки на откате S&P. Вот, можем как раз-таки сходить, да, чуть выше, где-то на район 2,2, да, и потом сформировать двойную вершину и пойти дальше вниз. Либо же уже не пробивая там двушку, да, там 2,05, да, край будет, и уход ниже, те же цели, в принципе, все это, как и говорил ранее. Total альты, аналогичная ситуация с общей капитализацией, да, ожидаю, если мы пробьем уровень 1.19, да, 1.2, да, то это мы пойдем где-то, наверное, на 1.3, возможно, сходим, будет у нас также двойная вершина, опять-таки она подтвердится при пробое 1 триллиона долларов. Так что смотрим, да, друзья, возможно, это потенциальное двойное дно на альтах, и можно будет схлепануть. Ну, я думаю, в районе 10-20% альты могут дать. Вот. Что касается битка, да, в таком случае биток, если мы пойдем на откат, да, я думаю, может прийти вот где-то вот на район, наверное, 4400, да, если мы пробьем, закрепимся выше, то пойдем на следующее сопротивление, более сильное, это вот где-то, наверное, в районе 45-300. То есть это верхняя граница сопротивления. Если это все-таки мы интерпретируем как флаг, да, восходящий, то, возможно, даже сходим на 46. Вот, так что, если что, максимальный поход, я вижу где-то в районе 46, там бы я вот прям хорошо бы набирал шорт, ну и, в принципе, здесь я также буду набирать его, конечно же, хорошо. Сегодня вот брал краски шорт по 44-100 здесь и ставил вот в БУ, да, там забирали 400 пунктов, ставил здесь. И как раз таки у кого, если не выбило, да, сейчас забрали на 43 300, да, второй тейк, 800 пунктов, ребят, писал в канале, поздравляю. Так что читайте Telegram, да, подписывайтесь, кто еще не подписан. Там я даю сигналы, даю направление рынка, куда я, в принципе, вижу. В еженедельных обзорах, да, я уже даю такую более глобальную картину и разбираю каждую монету по отдельности. Так, что касается у нас эфириума. Эфириум у нас тоже сломил, да, как раз таки восходящий клин. Вот, мы ее пробили, сформировалась такая вот двойная вершина, вот, плюс-минус, где-то здесь линия шеи, да, у нас проходит на 3.90, на 3.100, да, вот если мы пробьем, мы пойдем, конечно, дальше вниз. В принципе, зона ретест на эфире это где-то вот здесь, 2.900, 2.930, можем туда сходить. Верхняя граница у нас 3.250, 3,290, ну 3,300 где-то, вот если смотреть на более сильное сопротивление, да, 3,300, там уже будет довольно-таки интересно большая сумма для эфира. Вот. Интересно будет, если туда дойдет, шортануть, конечно же, эфир. BNB прям вот висит, так скажем, на крополях, потому что на дневке у нас прям вот
ложный пробой. Вот ложный пробой, нашей трендовый. Если мы пробьем ее, да, то, конечно, BNB пойдет куда-то сюда. То есть довольно-таки хороший слив его последует, но дневка закрылась довольно неплохо. То есть такая бычья, да, с длинной тенью. Возможно, как раз таки сигнал на откуп. Но, тем не менее, пока не пробилось сопротивление, да, это где-то в районе 355-360, да, брать больно пока альту неохота. Потому что доминация смотрит все-таки больше наверх, да, это значит альта вниз. Так что, ребят, когда лонгуете, да, будьте осторожны со стопами, с рисками, особенно с рисками. Ада у нас тоже смотрит вниз. Если посмотреть на часовик, у нас рисуется голова с плечами. Вот, если мы пробиваем сейчас ниже 2, да, мы уйдем уже где-то в район, ну, 2,2. Если пробиваем, то пойдем где-то на двушку. Вот, в принципе, потенциал есть у Ады, да, стоп это где-то, наверное, за 2,3, за 2,3,5, наверное. Вот, но как раз-таки на, если смотреть, 4 часа, да, у нас есть ретест пробитого тренда. То есть отмена, да, шарта, это, наверное, уход выше 2,5, как и говорил до этого. То есть, да, в принципе, вот, сопротивление у нас есть здесь, да, получается, вот, за сопротивление, но стоп, конечно, сейчас далекий, просто нужно смотреть, пробьем ли мы по Аде, да, если пробьем, то да, мы пойдем ниже, если нет, то уже будет какой-то откат. Ripple. Ripple плюс-минус вижу восходящий флаг, да, который может образоваться на часовике. Такой вот небольшой флаг, вот как раз с походом на верхнюю границу, потому что у нас XRP единственный, да, который пробил свое сопротивление, вот. Из этих всех линий, да, если смотреть, то XRP его пробил, но откупом, конечно, таким вот сильным не пошел он. То есть был откуп, да, были два доджика, да, ну, по крайней мере, есть попытка захрепа на дневном облаке Ишимок. То есть в потенциале может как раз Ripple сходить сюда. Я вот поставил уведомление, если что, хочу его там попробовать пошортить. Dogecoin. Dogecoin вообще без изменений, ну как сказать без изменений, пробил все-таки он свою трендовую, да, я когда вот делал обзор в прошлый раз, он как раз ее тогда пробивал. Вот, сделали мы ретест и пошли ниже. То есть отмена сценария тогда была уход выше 2,5, да, она в принципе так и осталась даже вот сюда. То есть дневное облако Ишимоку, оно является прям таким железобетонным сопротивлением для доги. Естественно, если он его пробьет, то будет, конечно, сильный импульс. Так что смотрите за доги, возможно, Илон Маск, если вспомнит его, да, возможно, и пропампит. Но сомнительно, будем честны, да. DOT тоже висит на поддержке, вот, то, что тоже есть голова и плечи, как на Аде, да, то есть если мы пробьем ниже 27, да, ниже 25, если уйдем, то это ниже 0.382, да, это поход 0.236, это где-то в районе 20 баксов. В потенциале вообще, конечно, хотелось бы увидеть DOT опять на тех ценах, где он был тогда, да, это вот где-то по 10-12 баксов, вот, в потенциале там бы я его купил. EOS сейчас у нас торгуется в уровне 4 баксов, отработал у нас гип на дневке, да, флаг, и в принципе сейчас рисуется подобие дракона, есть дивер даже на дневном ТФ, и есть мы как раз таки находимся около дневной поддержки, то есть если у нас EOS удерживает 3,7, да, то мы как раз здесь получаем отскок. Если уже уходит под 3,6, то это будет уже дальнейшее падение и сползание где-то, наверное, на 3, да, на 2,7, то есть довольно-таки уныние может быть, какое было до этого, то есть просто флэт. Вот, то есть такое тоже может быть с EOS. Ну и вот из всей картины, да, выделяются 1 инч и Sol. В принципе, они вот единственные, кто пытается отрастать, да, пока биток у нас падает. То есть у нас вот на 1 инче тоже формируется клин. Есть, кстати, дракон, да, вот, есть дракон, вот, есть дивер на дневном графике. Вот. Но, тем не менее, довольно-таки далеко от поддержки, потому что поддержка у нас находится в районе 2 баксов. То есть, если он сходит к 2 баксам еще, вот так вот, то я там попробую его откупить. Даже поставлю уведомление, вот где-то, наверное, на 2,1, потому что мало ли он до 2 не дойдет. Вот где-то здесь я бы хотел вот именно на обновление дна, да, попробовать откупить 1 инч с добором, да, где-то до 2, и стоп уже где-то, наверное, за 1,8. Sol у нас вот настроен, наверное, из всей этой
из всего топа, да, наиболее интересным, потому что потенциально на дневке у него может сформироваться PPR, то есть это поглощение, да, у нас пробой сопротивления, и вот потенциально, думаю, может сходить на 180 и тем самым образовать двойную вершину, если мы пойдем оттуда вниз. То есть если произойдет тогда слив рынка, да, мы как раз таки там получим довольно-таки хорошую коррекцию вниз. Так что имейте в виду, если кто сол держит, да, кто покупал его по 130, по 125, да, есть смысл поддержать со стопом где-то 135. Вот. Но сейчас брать с таким стопом я не рекомендую, потому что может сходить на ретест и потом полететь выше. Вот. Так что, друзья, торгуйте с риск-менеджментом в первую очередь, да, не превышайте рисков, потому что рынок такой сейчас, да, всех пытаются выбить. Всех пытаются выбить с рынка, выносят, да, так что, в принципе, как и ждал до этого, да, я жду падения по S&P 500. Вот, самая, так скажем, моя цель, да, это вот где-то сюда. Вот где-то сюда, в потенциале, мы можем на самом деле туда сходить. Так что, друзья, надеюсь, данный обзор был вам полезен, да, подписывайтесь, ставите лайки, пишите, что вы думаете насчет рынка. Всем пока!